Здравствуйте, я очень рад вас видеть, очень счастлив быть здесь с вами. Я приглашаю вас всех завтра на концерт и сам с нетерпением жду этого момента. Спасибо. Завтра вам предстоит выступать под открытым небом на площади, на одной из главных площадей нашего города. Наверняка это не очень обычно, скажем, непривычно для оперного певца. Ну что вы, для меня это вполне привычное место под открытым небом. Мне достаточно часто приходится петь, особенно летом, естественно. Вот совсем недавно я пел в Вероне на знаменитой площадке Арена ди Верона, где мы пели в Трубадуре. Было очень хорошо и комфортно, так как это огромнейшая площадка, там великолепная акустика, и все слышно. Чем дальше человек уходит, садится, тем лучше звук. Но, к сожалению, один из спектаклей прерывался несколько раз из-за дождя. Вот, и та небольшая, в общем, горстка, а горстка это что-то было около 5000 людей, которые остались. И несмотря на дождь, они смотрели этот спектакль, который еще шел с задержкой. Он начался в 10:30 вечера, а закончился в 1:30. Вот, и это совершенно незабываемое впечатление, которое я пронесу, наверное, через всю свою жизнь, навсегда это запомню. Когда, кстати, была премьера, когда была очень хорошая погода, в одной из сцен, которую я пел, упала звезда. И многие люди это видели. Вообще потрясающее было зрелище. Загадали желание? Я-то сам не видел. Я был немножко другим занят, но очень много людей видели падающую эту звезду и, наверное, загадали желание они. Это самое главное. Скажите, от завтрашнего концерта вы что ждете? Какую публику вы хотите, может быть, видеть? Чем удивите сахалинцев? Ну, вы знаете, наверное, удивляться буду я прежде всего. Потому что для меня это, прежде всего, это встреча с новой публикой в месте, где я никогда не был. Тем более, в общем, сам факт того, что я пою здесь, вот, в частности, военные песни, это, в общем, как бы моя дань, что ли, тем людям, которые воевали здесь, и которые сделали все для победы в этой войне. Наверное, будет очень трудно, и мне достаточно трудно, и придется бороться самому со слезами, потому что, в общем, многие песни, они просто выжимают из тебя слезы, во всяком случае, у зрителей, но исполнителей иногда тоже задевает. Так как эти песни, они всем нам очень дороги чем-то, и в том числе и мне, так как я потерял дедушку на фронте, воспитывался с бабушкой, которая мне очень много и говорила, и напевала. Вот, и для меня это программа, которую я сначала записал, потом исполнял, много раз исполняю, это дань памяти моей бабушки тоже, вот, которую я очень-очень любил. И эта программа, она одна из самых моих любимых. А как она формировалась? Как вы формировали вообще программу? Вы знаете, когда вот Константин Арбелян предложил записать нам вот эту вот музыку, я просто вот сел за стол и за несколько минут написал что-то около 20 с лишним песен просто из памяти, так как я вот то, что я знал и помнил. То есть я ничего не искал, ничего не придумывал. Вот эти вот песни, потом из них мы выбрали, которые больше подходят мне, и мы записали эти. У вас вообще семья музыкальная, у вас отец занимался музыкой, то есть будущее, в принципе, уже ваше было предопределено? Ну, вы знаете, не совсем. В общем, родители меня в некотором роде заставляли учиться музыкой. И я первые годы занятия фортепиано, занятия музыки, как бы, в общем, не очень мне нравилось, так как занятия предполагают, в общем, определенную дозу усидчивости, что ли, а меня тянуло во двор. Занятия на фортепиано предполагают 2-3 часа каждый день. Это очень трудно, и, в общем, больших талантов пианистических я не показывал, насколько я знаю.
Вот. И, конечно, ну, я всегда пел. Вы посещаете много стран, много городов. Удается ли вам какой-то город запомнить? И есть ли такой город, куда бы вам хотелось вернуться еще раз? Город или страну? Или город, или страна? Ой, знаете, там хорошо, где нас нет. Везде мне нравится, везде я чувствую себя относительно комфортно. И чувствую себя, ну, практически везде комфортно. С другой стороны, в любой точке мира я тоже гость. В том числе и вот в своей стране я гость. Я нигде не живу, я везде живу. Вот такая вот у меня жизнь. Если еще поступит предложение на Сахалин, приедете? Обязательно. Спасибо вам большое. Я напомню, что концерт Дмитрия Хворостовского вы можете увидеть завтра в 19:30 на Площади Победы и его прямую трансляцию на нашем телеканале.